С 1935 года компания Delage перестала быть независимой, перейдя под крыло более успешного французского автопроизводителя Delahaye. Луи Деляж был вынужден покинуть свое собственное предприятие, основанное почти 30 лет назад. Это оказалось переломным моментом в его судьбе. Пытаясь не признавать свое поражение, Луи вместе с гражданином Великобритании Уолтером Уотни создал компанию, чтобы продавать автомобили Delage, собранные на производстве Delahaye. Однако немецкая оккупация поставила точку в этой истории. Все планы так и остались нереализованными. В итоге финансовые проблемы, усугубленные разводом со своей супругой, привели его на порог бедности, в которой он пребывал до самой смерти в 1947 году, потеряв всякие связи с автомобильной промышленностью. К сожалению, в эпоху Delahaye Delage почти растерял свою прежнюю самобытность. Под эмблемой Delage в основном стали выпускать автомобили с использованием компонентов Delahaye везде, где это было возможно. В послевоенные годы производство возобновилось с единственной моделью DSX 2 литр. Теперь на него устанавливался рядный шестицилиндровый двигатель объемом 3 литра и мощностью 90 лошадиных сил, что было меньше, чем на моделях довоенного времени. Причиной этого стало снижение степени сжатия, обусловленное более низким октановым числом топлива, доступного для автовладельцев того времени. Максимальная скорость была указана приблизительно 135 км в час. Но она могла отличаться от заявленной в зависимости от веса и формы кузова, которые заказывались будущими покупателями у сторонних кузовостроителей. Основатель знаменитой гонки 24 часа Ле-Мана Шарль Фару лучше всех охарактеризовал Delage DSX 2 литр как грандиозный спортивный автомобиль с оттенком роскоши. Аналогичная концепция стала основой для представленного здесь элегантного кабриолета от кузовного ателье Гийор. Его заказчиком стал Люсьен Розенгар, который выступал в этой роли от имени своей дочери. Розенгар – имя известное в автомобильных кругах. Французский инженер, внесший свою лепту в историю автомобилестроения. К концу 20-х годов 20-го столетия он увидел возможность предложить французам компактный автомобиль. Его ранние творения, модель LR2, были лицензионными копиями британского Austin 7 и продержались в производстве довольно долгое время, превратившись в сильно модернизированные LR4 и Vivaro. Дальнейшее развитие переднеприводных моделей привело к появлению в 1937 году элегантной супертраксион, которая впервые за короткую историю Розенгарта конкурировала с более крупными игроками на рынке, такими как Peugeot 402 и Berliet Dauphine. Однако, как показало время, производство автомобилей не принесло прибыли основателю этого бизнеса. Уже во второй половине 30-х годов компания начала испытывать финансовые трудности. Пережив нацистское вторжение во Францию, завод оказался разрушен, и в период войны производство было полностью прекращено. Розенгар снова сделал попытку закрепиться на рынке компактов. Но к этому времени французские автогиганты уже ступили на эту землю со своими новыми разработками, которые отлично подходили покупателям, пережившим тяжелые времена. А в начале 50-х годов последняя модель Ariete потерпела полное фиаско в плане продаж. При цене в 668 тысяч франков она стоила значительно дороже, например, очень популярного на тот момент Renault 4 Chevaux, продававшегося за 458 тысяч франков. А ее урезанные спецификации можно было приобрести вообще за 399 тысяч. В итоге, после неоднократных приостановок производства, в 1955 году компания навсегда прекратила свое существование. Новый проект Sage, представлявший собой развитие Ariete с двухцилиндровым двигателем, так и не смог запуститься. Вернемся в 1948-й, когда 9 июня Розенгар зарегистрировал свое новое приобретение. Нужно сказать, что дизайнерские идеи кузовостроителей в послевоенный период стремились уже к иным формам и линиям.
А вот Альфонс Гийор в своей дизайнерской мысли продолжал использовать наработки, вдохновленные периодом расцвета довоенного стиля. Именно по этой причине в представленном здесь кабриолете нет тяжелых линий, и кузов представляет собой изящный и плавный силуэт с идеальными пропорциями. В подобном исполнении было произведено всего лишь несколько экземпляров. Есть предположение, что автомобиль, который был выставлен на парижском автосалоне 1947 года, похож на шасси 880-117, представленное вашему вниманию. Последний владелец приобрел его в 1979 году, и деляж почти 40 лет находился в одних руках, однажды уже будучи реставрированным. Предполагаемая стоимость, за которую автомобиль должен найти своего нового владельца, 120-160 тысяч евро, что составляет приблизительно 142-190 тысяч долларов.